Журналистская династия Безрядиных. Основатель династии Василий Аниканович Безрядин. Родился в селе Щербаки в 1908 году, расположенном в Усть-Таргском районе Новосибирской области, и определил не только свою судьбу, но и судьбы будущих поколений своей семьи. Советский журналист и писатель. В 30-е годы главный редактор газеты «Большевистская смена», после 1956 года выходила под названием «Молодость Сибири», автор книги «Маслодела». Задолго до моего рождения судьба сведет моего дедушку Давида и прадеда Василия. Давид будет у него учиться и проходить журналистскую практику. Участник Великой Отечественной войны, капитан интендантской службы рабоче-крестьянской Красной армии. Был призван в 1940 году. Боевой путь прошел в составе 11-й и 37-й армии, 384-я и 188-я стрелковые дивизии. Отмечен 2 медалями за боевые заслуги, приказ от 5 декабря 1942 года, орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной звезды 1944 год, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 год. Окончил службу в составе 37-й армии 5 июня 1946 года. Николай Васильевич Безрядин, советский и российский журналист, партийный деятель, главный редактор газеты «Советская Сибирь», заслуженный работник культуры. Родился в 1926 году в селе Щербаки Новосибирской области. Во время войны трудился на оборонном заводе номер 69 в Новосибирске. Всю ночь будут работать эти линотипы. Сейчас в типографии счет времени идет на минуты. Последние, самые оперативные материалы надо успеть поместить в очередной номер газеты. День за днем, год за годом, вот уже скоро полвека, это выполняет почетнейшую роль помощника партии и комсомола в коммунистическом воспитании советской молодежи. На аэродроме в Новосибирске его встречали работники областных, городских и районных организаций. В 1950 году окончил Новосибирский педагогический институт, исторический факультет. Во время учебы на 3-м курсе стал секретарем райкома ВЛКСМ. Был корректором и заведующим отделом в газете «Большевистской смены», работал в горкоме комсомола, занимал должность заместителя начальника областного управления трудовых резервов. С 1953 по 1960 год участвовал в освоении Целины. В Новосибирске состоялось собрание партийно-хозяйственного актива области. Большое внимание было уделено успешному проведению уборки урожая, продаже государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов. На собрании актива выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Его речь, посвященную насущным проблемам развития народного хозяйства, дальнейшему подъему сельскохозяйственного производства, участники собрания выслушали с большим вниманием. После занимал пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Новосибирского обкома КПСС, курировал вопросы культуры. С 1961 года до 1987 года являлся главным редактором «Советской Сибири» и председателем областной журналистской организации. Состоял в правлении Союза журналистов СССР, депутат областного совета, член бюро обкома КПСС. Во время поездки были член политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР товарищ Устинов, заведующий отделом ЦК КПСС товарищ Заметин. Награды и звания: орден Трудового Красного Знамени, 2 ордена Знак почета, медали за освоение целинных земель, за трудовое отличие,
за трудовую доблесть, за доблестный труд. Цветы, улыбки, хлеб-соль, здравицы. Тысячи людей вышли в Новосибирске на улицы, чтобы тепло, сердечно приветствовать Леонида Ильича. Так было везде, на всем пути, на каждой станции, где делал остановки специальный поезд, в каждом из сибирских и дальневосточных городов, которые посетил Леонид Ильич Брежнев. Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР за многолетний плодотворный труд в советской печати. Почетные грамоты обкома КПСС администрации Новосибирской области. Встречи с людьми. На заводах, стройках, в воинских частях. Неизменный интерес к тому, как живет и трудится рабочий колхозник, к условиям его труда и быта. Простые, доходящие до самого сердца слова. Напряженная, сложная работа генерального секретаря нашей партии, руководителя государства. В этой работе нет второстепенных дел. Независимо, о чем идет в данный момент речь. О проблемах одного предприятия или целого территориально-промышленного комплекса. Каждая такая встреча в Сибири или на Дальнем Востоке открывала для ее участников новые грани подлинного творчества, подсказывала рациональные пути движения вперед по партийным... Жизнь была насыщена множеством поездок по СССР, странам социалистического лагеря и дальними зарубежными командировками. Александр Николаевич Безрядин, советский и российский журналист-международник, инициатор создания и первый президент фонда имени Александра Карелина, редактор ГТРК «Новосибирск». Родился 5 декабря 1949 года в Новосибирске, куда переехали его родители из Усть-Тарки Новосибирской области в середине 1930-х годов. Окончил Новосибирский педагогический институт по специальности история и педагогика. Работал в школах Колыванского и Коченевского районов, где получил первый опыт преподавания и работы с людьми. В 1974 году вернулся в Новосибирск, где был избран вторым секретарем РК ВЛКСМ. С 1974 по 1979 год работал в детском и молодежном отделах. Далее был принят в Новосибирский комитет по телевидению и радиовещанию ГТРК на должность редактора. Теперь уже мой отец Александр придет к моему дедушке Давиду за учебой и журналистской практикой, как когда-то Давид к Василию. С 1984 года станет внештатным корреспондентом в газете «Молодость Сибири» бывшая большевистская смена, а также корреспондентом отдела промышленности, строительства и транспорта в газете «Вечерний Новосибирск». С 1992 по 1996 годы станет инициатором создания и первым президентом Карелин-фонда. Избирался делегатом одного из съездов Союза журналистов РФ, а на нем в члены ревизионной комиссии. В 2000-х создаст Общественный фонд сибирской прессы, газету «Провинциальный обозреватель», всероссийский журнал «Деловое собрание». Знаком и дружил со многими известными людьми, например, Василий Павлович Битаки, русский поэт и переводчик поэзии, литературный критик. Общался с бывшим госсекретарем США Колином Пауэллом. Опубликовал большой очерк «Последний американский секрет», спрогнозировав его политический взлет. Осталась незаконченная о нем книга. Также опубликовал единственное в своем роде в РФ интервью с лауреатом Нобелевской премии, поэтом Дереком Уолкоттом. Выбор международной тематики был определен поездками по Европе и США еще в 70-е годы. Они позволили увидеть мир и набраться опыта для работы журналиста-международника.